Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать новичков своего канала. Добро пожаловать. Оставайтесь, у нас здесь интересно. А также благодарю всех подписчиков, своих постоянных зрителей за ваши приятные слова, за ваши отзывы, за ваши предложения. Девчонки, с вами интересно. Вы не представляете, с каким удовольствием я ищу узоры для вас, чтобы они были не просто как бы легкие, да, но при этом они были эффектные и не повторялись ни банально, ни заезженные, которые мы все с вами видим. Сегодня я к вам с новым узором, так? Это будут у нас опять ниточки Yarn Art Baby, мы с ними уже работали. Посмотрела, я думаю, ой, что-то мы давно не делали такого сочетания. Как всегда, вы можете вязать с одной ниточки, с двух, с трех, четырех. Вы можете использовать свои остаточки. Девчонки спрашивают узоры, где можно использовать остатки. Я думаю, во всех этих узорах можно использовать остатки. Вот если честно, да? Итак, Yarn Art Baby. Что же это за ниточки? Это стопроцентный акрил. Так? Моточки у меня небольшие, 50 грамм, 150 метров. Видите, немножечко уменьшаются. Потом я их в клубочек замотаю. И нам производитель рекомендует брать крючок 3,5 миллиметра. Вот мой крючочек 3,5 миллиметра. Скоро буду обновлять. Видите, он от работы начинает стираться. Вот, но мне он нравится. Конечно, нет предела совершенству, я уже говорила. Возможно, есть, ну, обязательно есть другие крючки, но у меня нету. Пока я работаю только с этими. Ну что, приступаем? Свяжем? Давайте. Давайте наберем синенькими ниточками. Угу. Беленькие, они такие универсальные, они во всех узорах будут классно, шикарно смотреться. Согласитесь, да? Поэтому, если что, беленьким запасайтесь больше. Итак, девчата, сегодня будем делать узорчик. Узорчик плотный, сразу говорю. Так скажем, готовимся к осени, да? Кофточки, пледики, кардиганчики и так далее. Раппорт сам по себе несложный. Это буквально 2 петли. И мы с вами наберем 31 петельку для того, чтобы просто закончились красиво наши краешки. Договорились? Так. Вы мои подсказчицы. Вы мои фантазеры, мои дизайнеры. Столько много идей. Итак, набираем 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Есть. Вот наш будущий образец. Что мы делаем дальше? Дальше мы с вами делаем 3 петли подъема. Так. Раз, два, три. И считаем 6-ю петельку от крючка. Раз, два, три, 4, 5, 6. В 6-ю петельку мы делаем столбик с накидом. Так. Воздушная петелька. Одну петельку пропускаем у цепочки и в следующую вяжем столбик с накидом. Получается вот такие вот у нас окошечки. И так мы дальше будем вязать до конца ряда. Воздушная петля, одну петельку цепочки пропустили и в следующую петельку вяжем столбик с накидом. Вот мы с вами буквально недавно делали 3D узор, да, и точно так же у нас начинался ряд, 2 ряда, помните? Делали столбиками с накидом, я еще называла шторки, занавески, там, да. Думала, как придумать название, чтобы было понятно и удобно. Итак, девчат, поняли, да? Вот так вот сидим и до конца ряда делаем наши окошечки. Давайте в конце ряда я вас встречу. Так, девчат, смотрите. Довязали до конца нашего ряда. Получилось столько-то вот окошечек, да, какой у вас образец. И смотрите, здесь я буду присоединять новую ниточку. Буду присоединять по старинке с хвостиками, как в самом начале вам показывала. Но вы теперь уже умеете кончики прятать, так? Вы уже умеете начинать вязать и оставляя здесь петельку, как в прошлом видео, да? И можете уже начать новым цветом с этой стороны с самого начала и так далее. То есть вы уже большой специалист, верно? А я по стариночке. Итак, смотрите. Последние 2 петельки столбика я провязываю новой ниточкой. Хоп. И далее у меня по узору будет 1 воздушная петелька. Раз. Подтянула синенькую, подтянула беленькую. Поворот. И сюда же я провяжу столбик без накида. Есть. А дальше смотрите внимательно. Накид. Я буду вводить крючок вот в самую, как у нас, господи, цепочка, да? Воздушную цепочку. Ввожу крючок.
протягиваю ниточку и провязываю столбиком с накидом обычным. Так. Там, где у нас синий столбик стоит, я его провяжу столбиком без накида. Внимательно. Накид. Теперь я буду провязывать вот это вот окошечко, да, за петельку воздушной цепочки сзади. То есть я повернула вязание, и я провязываю теперь сзади. Оп, столбиком с накидом. Вернулись обратно. Там, где столбик синенький, я провязываю его столбиком без накида. Следующее окошко я провязываю опять спереди. Закрываем, так скажем, все окошечки. Вот из этого будет узорчик плотненький. Вот непосредственно где синий столбик, это будет столбик без накида. Следующее окошко мы закрываем сзади. Так, вводим крючочек в цепочку и провязываем столбиком с накидом. Дальше синий столбик провязываем столбиком без накида. И вот так вот чередуем, видите, спереди, сзади, спереди, сзади. Будет дальше спереди, сзади, спереди, сзади, спереди, сзади и так далее. А столбики мы провязываем столбиками без накида. Понятно, да? Сейчас у нас идет, закрываем спереди. Так. Обычный столбик. Раз, раз. Дальше у нас синий столбик провязываем столбиком без накида. А следующее окошко закрываем сзади. Огонь. Огонь. Согласитесь, да? Давайте до конца ряда самостоятельно. Это несложно. В конце ряда я вас встречу, покажу, что будем делать дальше. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот такая красота получается. И у нас осталось провязать за последние 3 петельки подъема столбиком без накида. То есть мы заканчиваем точно так же, как и начали. У нас столбики без накида вот такие вот будут, как кромочные, да? Итак, что делаем дальше? 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь мы с вами будем вязать в столбиках без накида. То есть мы делаем одну воздушную петлю и в столбик без накида провязываем столбик с накидом. Хоп. Воздушная петля. И опять делаем окошечко в столбик без накида, провязываем столбик с накидом. Так. Воздушная петля и так далее. Ряд несложный. То есть мы с вами делаем точно так же, как первый ряд, окошечки. Понятно? И окошечки вяжем в столбики без накида. То есть не запутайтесь. Угу. Все. И наши столбики, которые были спереди, сзади, мы их пропускаем. Сами справитесь до конца ряда? Я думаю, справитесь. Давайте. Ряд беленьких окошечек. Так, смотрите. Второй ряд окошечек готов. Теперь мы с вами присоединяем синюю ниточку. По стариночке, как и было. Последние 2 петельки столбика мы вводим нашу ниточку. Сильно не тянем, чтобы не зажулькать край. О, красота. Что делаем дальше? Дальше мы будем с вами делать опять столбики спереди, сзади. Но для начала мы с вами сделаем воздушную петельку, поворот и сюда же столбик без накида. Есть. Дальше. У нас с вами по узору будет сейчас столбик сзади. Пока повторите, потом поймете. Итак, поворачиваем сзади. Так. И хватаемся за наш синенький. За синенький ряд, так скажем. Оп. И провязываем наш столбик. Провязываем мы его столбиком вытянутым. Это как? Это получается вначале 1 петелька, потом 2 петельки и 2 петельки. Дальше беленький столбик мы провязываем столбиком без накида. Накид. Опять цепляемся вот за синенькую нашу, синенький ряд. Так. И провязываем опять столбик вытянутый. То есть мы провязываем сначала 1 ниточку, потом 2, петельки 2. Сам столбик белый провязываем столбиком без накида. Накид. И возвращаемся к заднему ниточке синенькой. Оп, захватили. Вытянули, провязали столбик 1, петелька 1, 2, 2. Столбик без накида в беленький столбик. Теперь спереди закрываем, да, нашу шторку, наше окошко.
захватываем синенькую ниточку. Тут у нас была воздушная петелька. Удобно. Раз, два, три. Понятно? Вот такая вот картина у нас будет намечаться. И вот так вот дальше вы делаете опять же спереди, сзади, спереди, сзади, спереди, сзади. Угу. Накид. Синенькую ниточку захватили. Провязали одну петельку, две, столбик без накида. Опять захватили синенькую, зацепились за переднюю синенькую воздушную петельку, одна петелька, две и столбик без накида. Класс. Смотрите с обратной стороны, как получается. Он у нас универсальный, двусторонний, но видите, плотненький, да? Так, давайте до конца ряда, дальше опять покажу. Угу. Давайте. Так, смотрите, как классно получается, да? Итак, что делаем дальше? Дальше мы делаем 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. И вспоминайте, да? Мы будем вязать сейчас в столбиках без накида. Так как у нас здесь стоит столбик с накидом, то мы должны сделать воздушную петельку, потому что мы должны его пропустить. Раз. В столбик без накида, в синенький, да, мы вяжем наш столбик с накидом. Опять делаем окошечки. Воздушная петелька. Пропускаем тот задний столбик синенький, видите, да? И в столбик без накида вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. Пропускаем передний синий столбик. И в следующий столбик без накида вяжем. Угу. Гляньте, окошки опять. Видите, узор уже повторяется. Принцип вы должны уже понять. Понятно? Вот, воздушная петля и в столбике без накидов. Сами справитесь? Конечно, справитесь. Вы уже большие молодцы. Давайте. Так, еще один ряд готов нашей красоты. Ряд с окошечками. Что делаем дальше? Дальше мы с вами должны переключиться на белую ниточку. Угу. Итак, 2 последние петельки в столбике мы провязываем белой ниточкой. Ну вот в моем случае, да, ваша может быть любая другая. Если я показываю на этих цветах, это значит, что вы тоже повторяете, да? Вы же большие фантазеры-дизайнеры, вы придумываете свои цвета. Угу. Итак, что у нас идет дальше? Воздушная петля. То есть мы уже повторяем, да? Просто покажу еще раз. Сюда же столбик без накида. Смотрите. И мы будем с вами тянуться, раз белая ниточка, мы будем тянуться к белому. Значит, мы здесь делаем первый столбик спереди. Понятно? Будем тянуться к белому. А сзади, получается, видите, следующий у нас будет столбик сзади сюда, чтобы вы не запутались. Белое тянется к белому. Итак, накид. Вот, захватили нашу беленький ряд, да, так скажем. Вяжем 1 петелька, 2, такой вот вытянутый. В синий столбик мы провязываем столбик без накида. Накид. Здесь у нас синий, значит мы переворачиваем наше вязание. Понятно, да? Идем в белому ряду. Итак, захватили белый ряд, протянули ниточку, 1 петелька, 2. В синий опять столбик без накида. Дальше по узору у нас белая ниточка, белый ряд. Здесь спереди накид. И шагаем сюда. Хоп, захватили ряд. Потянули. Раз, два, три. Столбик без накида. А теперь здесь синий, значит мы шагаем назад. Понятно? Чтобы вот, скажем, ориентировались по каким ориентирам. Раз, два, три. И сюда опять столбик без накида. Вы видите, какая у нас будет красота? На что похож? Как вы думаете? Давайте в комментариях, что это за узор. Так, здесь у нас будет спереди. Угу. Вот остановились, убежали куда-то, опять вернулись, смотрим. Ага, что делаем дальше? Спереди белое, значит мы вяжем столбик спереди. Так, опля. Хоп, хоп, хоп. Так, столбик без накида и так далее. Справитесь? Вы просто гляньте, какая получается красота. Красота? Это, конечно, красота. Итак, до конца ряда. Потом самостоятельно справитесь. Вы должны будете вернуться. То есть будем наращивать наш узор, да? До конца ряда уходим. Возвращаемся окошечками. Подключаем синюю ниточку.
Точно так же провязываем, да? У нас здесь будет синенькая сзади, значит, провязываем первый столбик сзади. Потом спереди. Потом сзади. Потом, видите, опять спереди. Этот будем сзади. Этот будем спереди. Синенький, да? А потом будем возвращаться обратно окошечками. Потом белый опять провязываем. Потом возвращаемся окошечками. Синий провязываем. Возвращаемся окошечками. Принцип понятен? Давайте вырастим наш узорчик. Параллельно будем думать, как его назвать. Давайте встретимся через несколько рядов. Так, девчат, смотрите. Провязала несколько рядочков. Смотрите, как классно. Смотрите, как прикольно. И самое интересное, что когда вязала, думала, что можно использовать что одну сторону, что другую. Но мне кажется, вот эта сторона смотрится красивее. А вот это не очень красивее. Да? Согласитесь. Все-таки получается, есть лицевая сторона и изнаночная сторона. И пока вязала, думала, надо взять такую кофточку. Как думаете? Она плотненькая. Смотрите, вот так вот. Если мы потянем, вообще ничего не тянется. Класс. Итак, замерим. Так, мы набирали 31 петельку. Так, это же пряжа, это же плотность, этот же крючок. Ну, 16 с половинкой, да, 16 с половинкой. Сколько здесь рядов посчитать? Боже мой, сложно, потому что же помните, да, ряды-то вот так вот у нас. Ну, в общем, я сделала образец, получается, на 9 сантиметров. Мне посчиталось, что этого достаточно. Я уже вижу результат. Класс. Ну, естественно ж, вот такой вот мигусенький. Понятно, что акрил, да? Ну, это что? Это осень-зима? Это плед, это кардиган, это кофточка. Если это летние ниточки, тоненькие ниточки и топики, это, конечно, прикольный, интересный узор. Вы знаете, когда вязала, подумала, он, конечно, не похож. То есть сразу наоборот, он похож, но это, конечно, не жаккард. Но со стороны издалека, да, можно же подумать, что это жаккард. Такой вот жаккард крючком. Так, кто умеет вязать спицами, не закидывайте тапками, да? Ну, пусть будет жаккард крючком. Вот так вот. Красота. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда оно выйдет новое видео. Всем до встречи, до новых видео. Пока-пока.